А вы знали, что профессия пастуха, хоть и кажется простой на первый взгляд, имеет такие глубокие культурные корни и удивительные различия между странами, что способна рассказать нам о самых уникальных традициях мира. Сегодня мы перенесемся в захватывающий мир таджикских пастухов и европейских фермеров. Вы узнаете, как горы Памира вдохновляют на создание легенд, а пастбища Альп превращают работу в настоящее искусство. Оставайтесь с нами до конца, ведь в этом выпуске мы не просто сравним, но и разгадаем тайны древнего ремесла, сохранившегося до наших дней. Этот выпуск – наша попытка сохранить связь времен и показать, как уникальны люди, посвятившие свою жизнь заботе о природе. Подписывайтесь, берите чашечку чая или кофе и погружайтесь в атмосферу удивительных открытий вместе с нами. Таджикские пастухи и европейские. Сравнение традиций, культуры и быта. Профессия пастуха, являясь одной из древнейших в мире, существует с тех времен, когда люди начали приручать животных для обеспечения себя едой, одеждой и другими жизненными благами. Несмотря на схожесть базовых функций, связанных с выпасом и уходом за скотом, образ жизни, методы работы и культурные особенности таджикских пастухов значительно отличаются от их европейских коллег. Эти различия обусловлены природными условиями, историческим контекстом, экономическими реалиями и культурными традициями. Таджикские пастухи, действуя в суровых горных ландшафтах Памира и Фанских гор, сохраняют уникальные обычаи, которые не встречаются в Европе. С другой стороны, европейские пастухи, работающие в таких местах, как Альпы или пастбища Скандинавии, внедрили современные технологии и часто работают в условиях, сильно отличающихся от своих центральноазиатских коллег. Целью этой статьи является глубокий сравнительный анализ различий и сходств между пастухами Таджикистана и Европы. Глава 1. Историко-культурные корни. Таджикские пастухи. Традиции пастухов в Таджикистане уходят корнями вглубь веков, когда сельское хозяйство было основной формой выживания. Кочевые и полуоседлые сообщества полагались на пастбища, расположенные высоко в горах, для выращивания овец, коз, яков и лошадей. Знания передавались из поколения в поколение, как находить подходящие пастбища, как строить временные укрытия и ухаживать за животными. Европейские пастухи. В Европе история пастушества тесно связана с феодальной системой. Скот был основой сельского хозяйства и обеспечивал продовольственную независимость деревень. В отличие от Таджикистана, где пастухи часто ведут кочевой образ жизни, в Европе пастухи чаще оседлы. Исключением являются традиции таких регионов, как Альпы, где также практикуется сезонный выпас – траншуманция. Глава 2. Природно-климатические условия. Горные условия Таджикистана. Таджикистан – страна с доминирующим горным ландшафтом. Более 90% территории занимают горы, что обуславливает трудности и особенности работы пастухов. Выпас животных часто происходит на высоте более 3000 метров, что требует от пастухов физической выносливости и способности адаптироваться к экстремальным условиям. Разнообразие ландшафтов Европы. В Европе климатические условия варьируются от мягких в Средиземноморье до суровых в Скандинавии. Европейские пастухи чаще работают в стабильных погодных условиях, с развитой инфраструктурой, что значительно облегчает их труд. Однако в некоторых регионах, таких как Альпы, пастухи сталкиваются с трудностями, схожими с таджикскими. Глава 3. Быт и условия труда. Таджикские пастухи. Жизнь в горах. Таджикские пастухи живут в условиях, которые можно назвать экстремальными. Большая часть времени проходит в горах, вдали от цивилизации. Многие семьи занимаются пастушеством по наследству, начиная работать с юного возраста. Временные жилища, называемые чубанскими кошарами, строятся из камня, глины или дерева, чтобы защитить пастухов от ветра, дождя и снега. Питание скромное, часто состоит из продуктов, которые легко хранить: сушеного мяса, хлеба, чая и молочных продуктов, таких как айран. Несмотря на сложные условия, таджикские пастухи сохраняют обычаи гостеприимства. Встречая путников, они предлагают еду и ночлег, что отражает глубоко укоренившиеся традиции взаимопомощи. Европейские пастухи – современный комфорт. Пастухи Европы пользуются преимуществами современной инфраструктуры. Во многих регионах пастбища оборудованы укрытиями, которые подключены к электричеству и даже имеют интернет.
Питание более разнообразное, так как пастухи могут регулярно посещать близлежащие деревни для пополнения запасов. Интересной особенностью является автоматизация труда. Например, в Альпах используют электронные ошейники, GPS-трекеры для отслеживания стад, а в Скандинавии – дронов для поиска разбредшегося скота. Все это снижает физическую нагрузку на пастухов, что значительно отличает их быт от таджикских коллег. Глава 4. Традиции и обычаи. Таджикистан – кочевая культура. Кочевое прошлое таджикского народа сильно повлияло на традиции пастухов. Особое место занимает искусство рассказчиков, которые вечером у костра делятся историями о своих предках и древних сражениях. Эти рассказы передаются устно и содержат элементы национального фольклора. Семьи пастухов отмечают праздники, такие как Навруз, даже в горах. Устраиваются небольшие застолья, готовятся традиционные блюда – плов, самбуса и курутоп. Скот в эти дни украшен лентами и специальными тканями. Европа – региональные особенности. Европейские пастухи также сохранили свои обычаи, но они более локализованы. В Швейцарии, например, существует традиция альпийского выгона, когда стадо возвращается с летних пастбищ. Этот процесс сопровождается яркими праздниками, где коров украшают цветочными венками. В странах, таких как Испания, до сих пор существует практика трансшуманции, сезонного перемещения стад. Эти переходы сопровождаются фестивалями, где люди благодарят природу за ее дары. Глава 5. Экономическая роль пастухов. Вклад таджикских пастухов в экономику. Пастушество в Таджикистане играет важную роль в сельском хозяйстве, обеспечивая мясом, шерстью и молочными продуктами местное население. Горные породы овец и коз дают высококачественную шерсть, которая экспортируется за границу. Однако основная сложность – ограниченность пастбищных угодий, что иногда приводит к конфликтам из-за перераспределения земель. Европейский подход. В Европе пастушество стало частью агропромышленного комплекса. Молочная продукция, такая как сыры, например, французский рокфор или итальянский пармезан, производится в значительных объемах и экспортируется по всему миру. Благодаря дотациям ЕС пастушество остается экономически выгодным, даже в регионах с суровыми климатическими условиями. Друзья, спасибо, что вы остались с нами до самого конца. Ваши просмотры, комментарии и поддержка вдохновляют нас создавать по-настоящему уникальный контент. Мы читаем каждый ваш комментарий, и именно вы даете нам силы и идеи двигаться вперед. Если вам понравился этот выпуск, обязательно оставьте свое мнение в комментариях. Нам важно знать, что вы думаете. Проверьте, подписаны ли вы на канал, ведь впереди еще больше интересных и необычных историй. Кстати, пишите в комментариях, о чем хотите видеть новый выпуск, чей комментарий наберет 500 лайков. Делай большой эксклюзивный выпуск, подписав подписчика. Пусть ваш день будет таким же вдохновляющим, как труд людей, о которых мы сегодня рассказали. До скорого!